Когда я впервые ступил на путь духовного поиска, концепция работника света была не просто привлекательной, она была маяком в бурном море моего существования. Она обещала битву между ощутимыми силами добра и зла, где я мог бы занять свою позицию. Однако по мере того, как я углублялся, соблазнительная простота этой дихотомии начала распутываться, открывая гораздо более сложную и взаимосвязанную реальность, чем я первоначально понимал. Этот нарратив о свете против тьмы, изначально утешительный и прямолинейный, постепенно стал казаться фасадом, глубоким обманом, вплетенным в ткань духовных учений, с которыми я сталкивался. Это откровение не было внезапным, это был неуютный рассвет, который бросил вызов всему, за что я стоял. Путешествие, которое привело меня к заявлению о том, что я больше не являюсь работником света, это не отрицание света и не принятие тьмы. Речь идет о преодолении этих архаичных бинарных оппозиций, чтобы найти путь, который соответствует более глубокой, нюансированной истине существования. Это эссе исследует это путешествие, откровения, с которыми я столкнулся, и освобождение, которое приходит с выходом за рамки общепринятых духовных рамок. Мое первоначальное влечение к работе со светом было вызвано желанием внести позитивный вклад в мир. Эта концепция была наполнена образами борьбы с тьмой, спасения душ и восстановления справедливости, темами, которые глубоко резонировали с моим внутренним чувством цели. Работа со светом, казалось, предлагала четкий путь в мире, изобилующем моральными неопределенностями. Занятия, книги и семинары предоставили мне инструменты, которые, как я полагал, необходимы, чтобы встать на этот благородный путь. Меня учили различным методам энергетического целительства, защите от темных сил и способам направления света. Сообщество таких же работников света давало ощущение принадлежности и подтверждение того, что я нахожусь на правильном пути. Однако по мере того, как я продвигался, меня начало охватывать подкрадывающееся чувство тревоги. Четкие различия между светом и тьмой, которым меня так настойчиво учили, стали размываться, заставляя меня усомниться в самой основе того, что я практиковал и проповедовал. Чем больше я погружался в мир работы со светом, тем больше сталкивался с его внутренним дуализмом. Этот дуализм касался не только противостоящих сил, он был фундаментальным аспектом учений и практик. Мы были воинами света, и наша миссия заключалась в борьбе с тьмой. Такова была мантра. Однако возникали вопросы. Почему мы формулируем духовное путешествие в терминах конфликта? Почему в сфере, которая должна быть посвящена единству и целостности, существует противопоставление «мы» и «они»? Эти вопросы грызли меня, приводя к глубокому дискомфорту от дуалистической природы работы со светом. Этот дискомфорт стал началом более глубокого исследования природы самой духовности. Больше недостаточно было принимать учения, которые я получал. Мне нужно было понять основополагающие принципы, которыми они управляются. В поисках ответов я наткнулся на концепцию архонтов, гностическую идею о космических правителях, которые манипулируют человеческим восприятием. Это был поворотный момент в моем путешествии. Архонты были не просто правителями, они были архитекторами дуалистической системы, которую я так рьяно принял. Мысль о том, что духовные существа могут быть заинтересованы в поддержании системы дуальности, была тревожной, но в то же время проливающей свет. Она предполагала, что духовная война, в которой я участвовал, была, возможно, не благородной борьбой против тьмы, а манипуляцией, призванной удержать меня в ловушке цикла дуалистического конфликта. Это откровение было одновременно освобождающим и пугающим. Оно заставило меня переосмыслить не только мои практики, но и саму суть того, во что я верил относительно духовной сферы.
Осознание влияния архонтов стало началом разрушения многих духовных иллюзий. Я начал видеть, как многие духовные учения, включая некоторые аспекты работы со светом, могут быть инструментами тонкого контроля, а не средствами подлинного духовного развития. Критические инциденты, когда мои духовные вмешательства не приводили к ожидаемым результатам, или когда я чувствовал себя энергетически манипулируемым, усиливали это осознание. Учения, обещавшие силу и освобождение, казалось, создавали больше зависимости и меньше ясности. Эта фаза моего путешествия заключалась в том, чтобы снять слои обмана, которые окрашивали большую часть моей духовной работы. Каждый снятый слой обнажал не только новые истины, но и новые иллюзии, делая путь вперед все более неопределенным, но в то же время непреодолимо притягательным. По мере того, как внешние учения начали рушиться под тяжестью своих внутренних противоречий, я обратился внутрь себя. Медитация и самоанализ стали моими инструментами, но не для поиска света или бегства от тьмы, а для понимания сути моего существа без фильтров, навязанных структурированными доктринами. Это внутреннее путешествие заключалось не в поиске ответов в виде окончательных истин, а в том, чтобы задавать более качественные, более глубокие вопросы. Вопросы типа «Кто я за пределами ярлыков света и тьмы?» и «Какова природа сознания, пронизывающего все сущее?» Прозрения, полученные на этом этапе, были глубоко личными и преобразующими. Они открывали не поле битвы света против тьмы, а танец энергий, каждая из которых играет свою роль и имеет свое значение в гобелене бытия. Философия Фридриха Ницше о преодолении бинарной оппозиции добра и зла глубоко резонировала с моим развивающимся духовным пониманием. Подобно тому, как Ницше бросил вызов моральным догмам своего времени, я обнаружил, что подвергаю сомнению духовные догмы, которые разделяют мир на свет и тьму, добро и зло. Эта философская созвучность помогла мне увидеть, что истинный духовный путь может заключаться не в том, чтобы придерживаться одной стороны дуалистического спектра, а в том, чтобы полностью выйти за его пределы. Речь шла о принятии всего спектра существования, от тени до света, как неотъемлемой части целостности бытия. Принятие этой философии ознаменовало значительный сдвиг в моем духовном путешествии. Это был шаг к более инклюзивному и целостному пониманию духовности, которое чтит все грани существования без осуждения. Концепция демиурга, исследуемая в гностических традициях, дала основу для понимания манипулятивных сил, действующих в духовных сферах. Этот демиург, бог-творец, навязывающий иллюзию и разделение, отражал влияние архонтов, с которым я столкнулся в своем опыте работы со светом. Понимание демиурга было ключевым. Оно сместило мой фокус с борьбы с внешней тьмой на распознавание внутренних источников манипуляции и обмана. Это распознавание заключалось не в поиске нового врага, а в понимании динамики духовного контроля и освобождения. Это более глубокое понимание ознаменовало поворотный момент. Речь шла уже не о внешнем освобождении от тьмы, а о внутреннем освобождении от обмана, о признании того, что оковы, сковывающие нас, часто созданы нами самими, поддерживаемые неправильно понятыми духовными учениями. Разоблачение ложного света было, пожалуй, одним из самых сложных аспектов моего духовного путешествия. Чтобы увидеть, что то, что я когда-то воспринимал как чистое и благожелательное, может быть также и манипулятивным, потребовалась глубокая переоценка моих убеждений и опыта. Ложный свет, как я понял, не обязательно был злонамеренным. Это был просто еще один аспект иллюзорного дуализма, распространяемого демиургом. Осознание этого помогло мне развить проницательность в моем духовном опыте, различая подлинное духовное просветление и обманчивое сияние.
Эта проницательность была крайне важна. Она позволила мне взаимодействовать с духовными энергиями и сущностями с новым уровнем осознанности и осторожности, снижая вероятность быть введенным в заблуждение ослепительным, но потенциально обманчивым внешним видом ложного света. Концепция свободной воли играла центральную роль в пересмотре моего понимания духовности. Я понял, что истинная духовная сила приходит не от следования предписанным путям света, а от реализации свободной воли в соответствии со своими глубочайшими истинами. Это осознание прояснило манипулятивную динамику, с которой я столкнулся в своем путешествии. Я увидел, как некоторые духовные учения тонко узурпируют свободную волю, направляя адептов по заранее определенным путям, которые служат скрытым целям под видом света и освобождения. Возвращение моей свободной воли включало в себя отказ от догматических учений и принятие более личного, непосредственного опыта духовности. Речь шла не об отказе от руководства, а о том, чтобы такое руководство уважало и укрепляло мою автономию, а не умаляло ее. Принятие аутентичности стало краеугольным камнем моей пересмотренной духовной практики. Аутентичность здесь означала соответствие моему истинному «я», за пределами навязанных извне идентичности работника света или духовного воина. Речь шла о том, чтобы быть верным своему внутреннему существу со всеми его сложностями и противоречиями. Сила аутентичности заключается в ее сопротивлении упрощению и редукции. Принимая свое аутентичное я больше не был вынужден вписываться в бинарные рамки света и тьмы. Вместо этого я мог ориентироваться в своем духовном путешествии в соответствии со своим уникальным пониманием и опытом. Этот сдвиг был расширением возможностей. Он позволил мне взаимодействовать с духовностью на моих условиях, освободившись от ограничений ролей и ожиданий, которые когда-то определяли мою духовную идентичность. Одним из самых освобождающих прозрений в моем путешествии было осознание иллюзорности духовной иерархии. Структуры, ранжирующие духовных существ и практиков, не только навязывали ложный порядок, но и увековечивали дуализм и контроль, которые я стремился преодолеть. Это осознание пришло из непосредственного опыта, когда иерархические модели духовности не смогли учесть богатую, нелинейную природу духовного опыта. Стало ясно, что истинная духовность заключается не в восхождении по лестнице просветления, а в углублении своего понимания и связи с миром бесчисленными способами. Отказ от иллюзии иерархии позволил мне взглянуть на духовность через новую призму. Ту, которая ценит каждый опыт и каждое существо как часть обширного, взаимосвязанного гобелена, а не вертикального порядка, по которому нужно подниматься. Такой подход способствовал более инклюзивной и эгалитарной духовной практике, которая прославляет разнообразие и индивидуальные пути. Мои взаимодействия с нефизическими существами, когда-то оформленные как четкие встречи с существами света или тьмы, стали более нюансированными. С развитием моего понимания и проницательности я научился подходить к этим взаимодействиям с рассудительностью, признавая, что эти существа также могут быть частью дуалистического обмана. Обучение проницательности включало в себя более глубокое слушание не только слов, произносимых этими существами, но и энергии, которую они передавали. Это означало задавать более сложные, более глубокие вопросы об их происхождении, намерениях и соответствии их посланий моему пути аутентичности. Эти взаимодействия, когда-то бывшие источником руководства, теперь стали полем для изучения, где я мог применять свое растущее понимание духовных реальностей.
Они больше не сводились к простому получению мудрости, а заключались в динамичном обмене, который проверял и совершенствовал мою духовную проницательность. В вихре духовных откровений и деконструкций заземление стало важной практикой. Оно служило напоминанием о том, что хотя мои духовные поиски были важны, их необходимо было уравновешивать с помощью заземленного присутствия в физическом мире. Методы заземления, будь то медитация, сосредоточенная на теле, времяпрепровождение на природе или занятие физической активностью, помогали закрепить мой опыт. Они гарантировали, что мои духовные исследования не приведут меня к отрыву от реальности или эскапизму, а останутся интегрированными в мою повседневную жизнь. Эта интеграция была крайне важна. Она позволила мне привнести свои духовные прозрения в мои повседневные взаимодействия и деятельность, превратив их не просто в концепции, а в прожитые реальности. Заземление гарантировало, что моя духовность — это не только трансцендентность, но и имманентность, проживание духовных истин здесь и сейчас. По мере углубления практики заземления я стал больше осознавать ловушку духовного эскапизма. Эта ловушка заключается в использовании духовности не как средство подлинного роста, а как способа избежать столкновения со сложностями и вызовами физического мира. Осознание этой ловушки было ключевым. Оно заставило меня задуматься о том, как я могу использовать духовность как убежище от жизни, а не как способ взаимодействия с ней. Эта осознанность привнесла новую глубину в мою практику, гарантируя, что она способствует целостному взаимодействию со всеми аспектами существования, а не только с эфирно-приятными или якобы просветленными. Борьба с духовным эскапизмом включала в себя более честную оценку моих мотивов и поведения. Она требовала интеграции моих духовных убеждений с моими действиями в мире, гарантируя, что мои духовные практики направлены не только на достижение личного покоя, но и на внесение значимого вклада в мир. Процесс возвращения моей силы заключался в том, чтобы отойти от нарративов, которые были навязаны мне, как извне, так и изнутри, и заново открыть для себя свою способность формировать свое духовное путешествие. Это означало критическую оценку убеждений и практик, которые я принял, и оценку их соответствия моим более глубоким ценностям и истинам. Возвращение силы также включало в себя установление четких границ с духовными учителями, практиками и сообществами, которые больше не служили моему высшему благу. Речь шла о доверии своей интуиции и признании того, что истинная духовная сила исходит изнутри, а не от подчинения внешним авторитетам или доктринам. Это возвращение было расширением возможностей, но и вызовом. Оно требовало мужества, чтобы стоять на своем, особенно когда это шло вразрез с устоявшимися духовными нормами. Но каждый шаг в возвращении моей силы укреплял мою автономию и углублял мою связь с моим аутентичным духовным путем. Интеграция моих теней, тех частей себя, которые я отрицал или подавлял, стала неотъемлемой частью моей духовной практики. Вдохновленный работами Карла Юнга, я начал видеть, что признание и интеграция этих аспектов крайне важны для подлинного духовного роста. Работа с тенью включала в себя столкновение с теми частями себя, которые я называл темными или нежелательными. Она требовала сострадательного принятия того, что они также являются частью моего цельного существа, заслуживающего понимания и интеграции, а не отрицания и подавления. Эта интеграция была преобразующей. Она не только привнесла большее чувство целостности и аутентичности в мое существо, но и уменьшила страх и отвращение, которые я испытывал к так называемой тьме, как внутри, так и снаружи.
Принимая свои тени, я смог взаимодействовать с миром из состояния большей любви и принятия. На протяжении всего своего путешествия я смотрел на вознесенных владык как на существ чистого света и мудрости. Однако по мере того, как я углублялся в свои духовные практики и подвергал сомнению основы этих убеждений, я начал видеть эти фигуры по-другому. Осознание того, что некоторые из этих существ могут быть частью иллюзии духовной иерархии и дуализма, было шокирующим. Оно заставило меня критически оценить послания и энергии, связанные с вознесенными владыками, и различить, какие взаимодействия были действительно возвышающими, а какие могли усиливать старые паттерны зависимости и неверия в себя. Эта переоценка не означала отказа от мудрости, которую можно найти в этих учениях. Вместо этого она означала подход к ним с критическим умом и открытым сердцем, извлекая то, что было действительно полезным, и отбрасывая то, что было манипулятивным или вводящим в заблуждение. Ченнелинг когда-то был значительной частью моей духовной практики. Однако по мере того, как я рос в своем понимании и проницательности, я начал осознавать потенциальные опасности, присущие этой практике. Риск обмана, установление связи с сущностями, которые могут не иметь в виду мои интересы, стал вызывать серьезную озабоченность. Эта осознанность заставила меня установить более строгие протоколы в отношении ченнелинга, гарантирующие, что любые сообщения будут подвергаться тщательной проверке. Я научился лучше защищать свое энергетическое пространство и гарантировать, что моя практика ченнелинга проводится таким образом, чтобы приоритетом была моя автономия и целостность. Этот осторожный подход к ченнелингу не умалял его ценности, а повышал его качество. Он гарантировал, что идеи и энергии, с которыми я взаимодействовал посредством ченнелинга, были действительно полезными и соответствовали моему высшему благу, будучи свободными от влияния обманчивых или манипулятивных сущностей. Объявление моей духовной независимости было декларацией доверия к моей способности ориентироваться на духовном пути на моих собственных условиях. Эта независимость заключалась не в изоляции, а в проницательности, в признании и принятии ответственности за свое духовное благополучие, не полагаясь чрезмерно на внешние авторитеты. Этот шаг был крайне важен для развития зрелой духовной практики. Он включал в себя углубление приверженности слушанию своего внутреннего руководства и уважение своих уникальных духовных потребностей и способов выражения. Это был шаг к более расширенной и личностно значимой духовной жизни. Духовная независимость также означала принятие путешествия, которое было уникальным для меня. Хотя я все еще мог ценить внешние учения и сообщества и взаимодействовать с ними, я делал это из состояния суверенности, когда мои духовные выборы совершались с автономией и целостностью. Приняв духовную независимость, я начал представлять себе новую парадигму духовности. Ту, которая выходит за пределы дуалистических битв и иерархических структур, которые когда-то определяли мое духовное мировоззрение. Эта новая парадигма была основана на интеграции, инклюзивности и прославлении разнообразия в духовных выражениях. Это видение включало в себя духовность, которая была глубоко личной, но в то же время универсально связанной. Ту, которая признавала взаимосвязанность всех существ и чтила бесчисленные пути к духовному пониманию и выражению. Это была парадигма, которая ценила личный опыт и внутреннюю мудрость выше внешнего авторитета и догм. Новая парадигма была не просто концепцией, а прожитой реальностью.
Она включала в себя практические шаги по воплощению этого инклюзивного и целостного подхода в моей повседневной жизни, влияя на то, как я взаимодействовал с другими и как взаимодействовал с миром. Это был непрерывный процесс обучения, роста и совершенствования, динамичное и развивающееся путешествие. Одним из ключевых аспектов этой новой духовной парадигмы было обучение жизни без ярлыков. Это означало отказ от титулов и идентичностей, которые когда-то определяли меня, таких как работник света или духовный воин, и вместо этого принятие более гибкой и широкой идентичности. Жизнь без ярлыков принесла огромное чувство свободы. Она позволила мне исследовать различные духовные пути и практики без давления соответствовать какой-либо конкретной идентичности или доктрине. Она открыла пространство для более аутентичного и исследовательского подхода к духовности, который реагировал на мое развивающееся понимание и опыт. Этот подход также бросил мне вызов – оставаться открытым и гибким, постоянно переоценивать свои убеждения и практики в свете новых идей и понимания. Это был способ бытия, который принимал изменения и рост как неотъемлемые компоненты духовного путешествия. В основе моей духовной эволюции лежало признание универсальной связи, которая объединяет все сущее. Это понимание выходило за рамки интеллектуального признания. Оно стало прожитым опытом, ощущением единства, которое превосходило искусственные границы света и тьмы. Эта универсальная связь заключалась не только в том, чтобы чувствовать себя частью чего-то большего, но и в том, чтобы признать присущую всем формам жизни взаимосвязанность. Это было понимание того, что каждое существо, каждый элемент, каждый момент были неразрывно связаны в паутине бытия. Принятие этой взаимосвязанности изменило мой подход к жизни и духовности. Оно способствовало более глубокому чувству ответственности перед другими людьми и планетой, а также более глубокому пониманию разнообразия и сложности жизни. Это был фундаментальный сдвиг, который повлиял на все аспекты моего существа и деятельности. Это путешествие за пределы мира света и тьмы было преобразующим. Оно сместило мою точку зрения от видения духовности в терминах битв и разделений к пониманию ее как поля разнообразных выражений и взаимосвязанных существований. Полученные знания не только углубили мою личную духовную практику, но и обогатили мое взаимодействие с миром. Они научили меня ценности сомнения, важности автономии и красоте истинно инклюзивной духовности. Продолжая этот путь, я остаюсь открытым для новых знаний и опыта. Путешествие продолжается, и каждый шаг приносит новые открытия и вызовы. Но фундамент заложен – духовность, которая выходит за рамки упрощенных бинарных оппозиций и принимает сложный, прекрасный гобелен жизни во всех ее формах. Делясь этим путешествием, я надеюсь, что оно может послужить приглашением для других исследовать свои собственные духовные пути с мужеством и открытостью, подвергать сомнению заданные нарративы и открывать более глубокий, более аутентичный способ бытия и взаимодействия с миром. Путешествие за пределы света и тьмы – это не просто выход за рамки старых концепций, а принятие всего спектра нашего духовного потенциала. Это путь непрерывных открытий, вызовов и радости.